Привет, меня зовут Михаил, и я очень люблю еду. Сегодня паста с водкой. Это очень нехарактерное применение водки в кулинарии и очередной вклад россиян в итальянскую, в этот раз, кулинарную традицию. Что для этого нужно, да? Нужна пассата из помидоров. Пассата — это перетертые помидоры, но я их еще пробил миксером погружным, чтобы паста была абсолютно чтобы соус был абсолютно однородным. Мне нужно немножко сыра пармезан, мне нужно сливочное масло, мне нужно сливки, мне нужен острый перец, лук, чеснок, вода и, собственно говоря, паста. Да? Это блюдо делается не обязательно с такими большими ракушками, да? Традиционно делается с пены, которые это такие маленькие кругляшки, которые впитывают в себя соус, он проникает в них и получается очень вкусно. Да? У меня вода уже закипела, я воду подсолю, постараюсь не обжечься в процессе. Да? Так, и я готов добавить пасту. Паста варится 14 минут. Нам нужно на одну порцию где-то 6-8 ракушек. Бросаем пасту в воду и засекаем время 12 минут. Поехали. Пока у меня варится паста, я делаю следующее. Начну с лука. Я должен мелко пошинковать лук. Мне нужна небольшая луковица. Очищаю лук и, как обычно, режу. Раз, два, три. Вертикально. И мелко шинкую. Стараюсь не обрезать пальцы. Кровь нам не нужна. И то же самое делаю со второй половинкой. Так, с луком готово. Теперь чеснок. Чеснок я также рублю на мелкие-мелкие кубики. Чем меньше, тем лучше. Мне нужно где-то 2-3 зубчика чеснока. Надо было, наверное, для красоты картинки начать с чеснока, потому что у меня есть ощущение, что я сейчас начну плакать от лука. Но, как говорится, Москва слезам не верит, поэтому также мелкими кубиками. И прежде чем делать третий, я включаю сковороду, чтобы она у меня нагрелась на не очень сильный огонь. Мы будем пассеровать лук в смеси сливочного и растительного масла. Нам не нужно, чтобы чеснок и лук у нас обуглился, да? Нам нужно, чтобы они стали прозрачными и отдали аромат маслу. Так, оливковое масло. Где-то 25 грамм и где-то 20-30 грамм сливочного масла. Масло тает, макароны варятся. Добавляю лук и чеснок. Соус делается на основе помидоров и сливок. Что делает водка? Водка убирает кислотность помидоров, да, и делает их, скажем так, более насыщенными. Да? То есть считается, что водка усиливает вкус, да? То есть она выступает таким усилителем вкуса. При этом, естественно, что так как она подвергается термической обработке, то блюдо не алкогольное, да, его можно детям, пенсионерам и всем остальным. У меня лук почти что дошел до той кондиции, как мне нужна. Макароны у меня варятся. И я добавляю все томаты. Здесь где-то 300 грамм. Немного увариваю.
Так, помидоры у меня кипят. Теперь водка, да? В этот раз я подготовился, открыл водку заранее. И я добавляю примерно 100 грамм водки. Ну, будем гореть, нет? Нет, сегодня у меня пожара не будет. Ну, это не страшно. Иногда загорается, она не загорается. Но, в принципе, надо иметь в виду, что бывает такое, что водка вспыхивает. В этом ничего, паниковать при этом не нужно. Но детей, животных лучше убрать с кухни, когда готовите это блюдо, потому что, ну, бывает опасно. Немножко увариваю. Макаронам осталось 5 минут до полуготовности. Проверяю макароны. Макароны варятся. Водка у меня уже, я думаю, что испарилась. И теперь я готов добавить сливки. Значит, я беру сливки достаточно густые. И мне нужно примерно 100 грамм сливок. Перемешиваю. Соус становится очень красивый, такой нежно-розовый. Довожу до кипения. Пробую. Соус очень сливочный. Кислотность помидоров ушла. Есть такая сладость. Теперь я добавляю перец чили. Перемешиваю. Снимаю с бортика сковороды, постоянно перемешиваю. Слежу, чтобы не было слишком сильно огонь, чтобы не был слишком медленный. И постепенно увариваю соус. У меня соус почти что дошел до нужной кондиции. Макароном варится еще 3 минуты, прежде чем я их переложу в соус. На самом деле, вот чем мне нравится итальянская кухня, да, что есть время на подготовку, да, но в принципе всегда время приготовления это столько, сколько у вас варятся макароны. Эти макароны достаточно дорогие, да, они варятся 14 минут. Макароны, которые варятся быстрее, соответственно, вы будете быстрее готовить. Пробуем. Великолепно. Соль. Соль раскрывает вкус всей еды, поэтому солить надо много, да. Я всегда говорю, что солить нужно столько, чтобы было ощущение, что еще чуть-чуть и будет пересол. Но именно таким образом получается раскрыть вкус блюда. Еще соли. Соус у меня практически в идеальном состоянии, то, что мне нужно. Сейчас я дожидаюсь, когда у меня дойдут макароны. Я попробую макаронину. Попробую пасту. Вот. Я, естественно, стараюсь сделать пасту аль денте, да, то есть она должна немножко прилипать к зубам. Нет в жизни ничего ужаснее, чем переваренные макароны. Как в детстве эти макароны по-флотски, вся эта дрянь. Прям. Ой, ужас. Вот так вот. Медленно кипит, совсем на маленьком огне. Так, еще соли. Значит, здесь я солю чуть меньше, чем я хотел бы, потому что я буду добавлять сыр. Сыр довольно соленый, поэтому нужно, чтобы было все в меру. Вот теперь идеально. Все, это почти что готово. Осталось немного для макарон. Пробую. Я пока соус выключу, чтобы он у меня не переварился.
Ну вот видно, что у меня макароны еще немножко недоварены, еще буквально минута им покипеть, и можно выключать. Так, все. Снимаю их с огня, переставляю соус на медленный огонь. Я слил макароны и возвращаю их теперь в соус. Я их перемешиваю, чтобы соус полностью их покрыл. Так, и теперь тоже интересный момент, когда мы добавляем сыр в готовящийся соус, чтобы образовалась эмульсия, как всегда. И продолжаем интенсивно мешать на медленном огне. Макароны готовы, соус готов. Ну, какая красота получается. Еще немножко сыра. Перемешиваем. Это блюдо готовят в очень многих, в очень хороших ресторанах. Вот, я его тоже неоднократно ел в Италии. Но пока мы в Италии не въездные, да, не выездные, поэтому приходится работать дома. Перец. Пробуем на соль. Чуть-чуть соли. Перемешиваю. Все, у меня все готово. И выкладываю мою пасту в тарелки. Стараюсь сделать красиво. Ну, опять-таки, здесь некоторые любят добавлять немножко зелени, да. Я считаю, что блюдо прекрасно в том виде, как оно есть. И ничего лишнего добавлять не надо. Как в ресторане учили, да? Готово? Ну что, пробуем. Соус обволакивает. И вот он, видите, внутри пасты. Паста как ложка, да? Очень помидорный, очень кремовый. При этом абсолютно не кислотный, да, потому что водка пригасила кислотность. Чувствуется сыр. Макароны сварены идеально. Они немножко прилипают к зубам. Очень богатое блюдо. Именно по вкусу. Поэтому его, если сделать к этому блюду зеленый салат простой, да, будет великолепный ужин. Ой, остренькая. С красным вином вообще просто огонь. Еще ложечку попробуем. Опять вот это такая еда, которую ты не можешь остановиться, да, пока ты не доел всю тарелку. За что я люблю итальянскую пасту. Просто великолепно. Поэтому подписывайтесь, ставьте лайки, комментируйте, задавайте вопросы. Ну и самое главное, готовьте вкусную и хорошую еду. Приятного аппетита! Я вообще, конечно, шикарно готовлю, если честно.
Не, кроме шуток. Оператор мне не верит.